Что тут у нас? Ага, Фрирен, отзывы, почитаем. Где экшен, где напряжение? В Наруто хотя бы были ниндзя и битвы. В Атаке Титанов хотя бы титаны были. В каждом уважающем себя аниме должен быть хотя бы один злодей. В Джуджутсу Кайсен есть Сукуна. Где-то за углом в истерике ржут Дарт Вейдер, Артос и Гриффит. Ну что, ребят, вы уже поняли, про что будет видео. Да, школьникам эльфийка не заходит, потому что нет экшона. И потому что персонажи во время боя не орут, как умалишенные. Наруто! Саске! Наруто! Саске! Осел! Скучно им, видите ли. Если думаете, что это какой-то единичный представитель, то нет. Если пробежаться по комментариям, то таких там пруд-пруди. Ну что ж, давайте разбираться в том, почему братьям нашим младшим не нравится аниме Фрирен, провожающее в последний путь. А с вами Steel, вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. Как мне кажется, большая часть претензий проистекает из того, что у Фрирен в жанрах стоит сёнэн. А сёнэн в голове у типичного представителя целевой аудитории это махачи, базары за то, кто кому накама, ну и комедия до кучи. То есть это Наруто, One Piece, Блич, ну или сёнэн новой школы, типа Магички, Клинка или какой-нибудь Геройской Академии. Тут же команда героев завалила главного гада за кадром еще до начала первой серии, отчего шаблон у таких людей трещит по швам. Кроме того, главный герой не вечно неунывающий, идущий наперекор судьбе, молодой парень, который натянул ежа на голову и очень любит жрать, а тысячелетняя флегматичная эльфийка с хвостиками. Разговоров за дружбу между пацанами нет, махачей по 20 серий нет, этчатины нет. Где здесь сёнэн, я вас спрашиваю? Фрирен буквально выглядит как мисс-жанр. Ответ достаточно прост. Манга про эльфийку выпускается в журнале Weekly Shonen Sunday. Не путать с Джампом, это разные журналы. А выпускается в сёнэн-журнале, значит сёнэн. Клеим наклейку. Хотя тут надо лепить на весь экран наклейку с надписью Road Movie. Еще скажите, что я не прав. Не, ну а что, загибайте пальцы. Герои постоянно в дороге? В дороге. Вся история делится на ряд отдельных эпизодов со своей маленькой историей? Делится. Причем даже большие сюжетные арки, типа той с графом Гранатом, на фоне остальных аниме могут считаться лишь малыми эпизодами. Ну и, наконец, главная мысль роуд-муви. Главный герой, проходя свой жизненный путь, меняется под влиянием путешествия. Тут какой из пунктов не бери, все прямое попадание во Фрирен. Но проблема в том, что роуд-муви — это достаточно нишевый жанр. Обычно это малобюджетные независимые фильмы, делающие упор на разнообразную философию. Рынок аниме же по большей части это попытка понравиться массовому японскому зрителю. Нужно больше экшена, больше комедий, больше этчатины, нужны мемы, нужны гэги, нужны персонажи, которые говорят залипательные вирусные словечки и так далее. Причем тут скорее даже не рынок аниме, а рынок манги, который настолько огромен, что нужны невероятные старания, чтобы тебя вообще заметили крупные издательства. Ведь ты просто не сможешь на свои деньги издать мангу. Когда была популярна меха, делали меху. Был запрос на бывших бандитов, которые решили стать нормальными людьми? Пожалуйста. Людям заходят исекаи? Давайте делать перерождение в простыню. Ну, вы поняли. А вот такие штучные и нетипичные для широкого аниме вещи, как Фрирен или Виолетта Эвергарден, появляются очень редко. Кстати, еще в категорию роуд-муви, как мне кажется, стоит отправить Волчицу и Пряности. Тоже дорога, тоже небольшие эпизоды в разных локациях, тоже последовательное изменение главных героев. Только если Холо... Ладно. Если Хора у нас веселая и позитивная богиня, у которой из-за долгой жизни свои причуды, то Фрирен — это тысячелетняя эльфийка, которая наоборот только познает радость жизни. И, кстати, у меня был ролик про то, как правильно называть Хора или Холло. Можете поглядеть по подсказке справа сверху. А еще вы можете поддержать выход роликов на Бусти, где они выходят раньше, и кроме того там есть дополнительный контент. Например, как мы с аниме-ютуберами играли в свою игру.
Сканируй QR-код на экране или переходи по ссылке в описании. Спасибо тем, кто уже подписан, а мы продолжаем. Как я уже говорил, Фрирен просто дает с ноги по канонам аниме. В сериале нет никакого натужного пафоса и излишней агрессии. Ферн с демоном во время боя разговаривает как давние знакомые, без криков и переигрываний. Их задача не заорать во всю глотку, чтобы атака стала сильнее, а просто победить. Именно поэтому они осторожничают, не лезут на рожон. А если враг попал и уже хлещет кровь, то нет визгов и паники. У демонов многолетний боевой опыт сражений и ран. У эльфийки тем более. Ферн сама по себе натура не крикливая, а Старк воин, ему наречено терпеть боль. У персонажей, которых будут показывать дальше в аниме, все то же самое. Там и многолетний боевой опыт, и ранений было предостаточно, поэтому маги и воины держат голову холодной, иногда даже перегибая палку, представляя из себя больше машины для убийств, чем живых людей. Насколько это круто и реалистично, думайте сами. Что еще стоит выделить из плюсов аниме? Графон. Но про графон надо делать отдельный ролик, и лучше всего он зайдет как дополнительная тема к видосу со сравнением аниме и манги. Если ты впервые на канале, то знай, что я на этом деле собаку съел. Кстати, еще можно рассказать про смысл имен и название этого аниме. Короче, напишешь в комменты, что тебе интереснее, про то и сделаю. Чем еще сериал хорош? Тем, что из-за размеренного повествования ударные моменты бьют в самое кокоро значительно сильнее. Например, когда мы узнаем, что Фрирен, провожающая в последний путь, это не просто название, а буквально ее титул, данный ей за то, что она крошила демонов направо и налево. На тот момент я уже прочитал всю мангу, доступную в переводе на русский. Вроде как знаю сюжет и все такое, но меня прям пробрало. Ну или «Стреляй» от Гиммеля, тоже очень сильно момент. И они запоминаются куда лучше, чем эмоциональные качели, свойственные другим аниме. Поверьте, мне есть с чем сравнивать. Недавно мы со зрителями на Твиче досмотрели Fairy Tail. Так вот, там такое сплошь и рядом. Вот Дождь решает совершить Роскомнадзор только чтобы ее возлюбленный выжил, а он делает это то же самое, только ради нее, вот они оба умирают. Нет, не умирают. Вот главный герой умирает, и все вокруг плачут, нет, не умирает. Вот мастер гильдии кастует заклинание, которое вытягивает его жизнь в зависимости от количества целей, а тут он накрывает целый миллион врагов. Нет, он просто теперь сидит в коляске. Это, конечно, совсем крайний случай, но вы меня поняли. Эмоциональные качели используются в аниме повсеместно. Классическое «я переиграл твое переигрывание» — это вот как раз оно. В свои 16 лет я на такое велся только в путь. Но во Фрирен из-за более медленного повествования таких качелей либо нет совсем, либо они очень сильно замаскированы, выпячивая только действительно сильные моменты. Возвращаюсь к роуд-муви. Поверхностные комментаторы, которых я приводил в пример, просто не замечают, как же Фрирен хороша в деталях, которые надо самостоятельно подмечать. Я не смог найти коммент, чтобы заскринить, но видел, как человек бомбил на серию, где рассказывалось, что меч, который носил Гиммель, не настоящий. Типа, зачем это надо было вставлять в историю момент, который никак не влияет на сюжет? А если немного пораскинуть мозгами, то эта маленькая локация нужна не только для того, чтобы показать лживость легенд. Это-то и так понятно, что за 80 лет напридумывают всякого. А для того, чтобы показать, что не какой-то специальный предмет делает героя героем, а герой делает героем себя сам. В аниме еще и добавили Старка, флешбэчащего свое прошлое. Прямо эта мысль, как и многие другие, не проговариваются, но она абсолютно ясна. Рост персонажей по мере путешествия тоже хорошо виден, хоть и не проговаривается напрямую. Когда Фрирен внезапно говорит, что, наверное, не стоит долго задерживаться в одном месте, ты сразу понимаешь, что малютка выросла и начала осознавать краткость людской жизни. Если вы спросите меня, этот маленький момент просто оверклассит любой рост главных героев других сёнэнов. В том же Бличе мангаке даже пришлось прямо указать на изменение поведения Ичиго, типа он стал взрослее относиться к миру.
Иначе же читатель не поймет. Во Фри-Рен же в основном все подается не в лоб. Не сказать, что слишком заумно, но походу не для всех. Еще один момент, который почему-то авторы комментариев не воспринимают всерьез, так это то, что в этом аниме очень качественно сделана нечеловеческая мораль. В последнее время стало очень много литературы, фильмов и аниме, где показывают, что разнообразная нечисть — это такие же люди, как и мы. Либо они случайно такими стали, либо это просто расы, которые романтизируются. Да даже взять ту же реинкарнацию Безработного, раз уж я делал по ней видосы. Там демоны — это просто набор рас, которые, да, имеют некоторые культурные отличия, но в целом от людей не сильно отличаются. Еще, например, Блич. Пустые жрут обычные души, жрут шинигами, и в целом все из себя такие хищники. А вот про эволюционировавшие из них аранкары чуть не наполовину вполне милейшие люди со своими трагическими историями. А в Кимецу но Яйба Танжера относился к некоторым демонам с сожалением об их участи. Не нужно искать тут какой-то тайный заговор масонов, просто таков запрос зрителя, которому в какой-то момент просто надоело, что демоны всегда однозначное зло, и наступил демонический модерн. Фри-Рен же показывает их как обладающих нечеловеческой моралью. Они буквально хищники, которые делают все, чтобы погубить людей. Они резко выбиваются из привычного зрителю образа злых по неволе в натурально опаснейших злодеев, которые сами не считают, что творят что-то злодейское. Для них вырезать целую деревню — это обычное утро вторника. Куда сильнее этот момент раскроется в арке Эльдорадо, когда нам покажут неправильного демона. Интригует, и да? Так знаете же, что лучшая арка из всех, что сейчас есть в манге, еще только будет экранизироваться. Если такой хайп по Фри-Рен идет сейчас, то что будет, когда нам будут показывать настоящую разрывную арку? Когда я ее читал в манге, то очень впечатлился. И даже заранее в голове накинул Фри-Рен пару баллов. Только судя по тому, что в аниме экранизируются 2-3 главы за серию, Эльдорадо нам ждать только в следующем сезоне. Но оно того стоит, это я вам обещаю. Тема краткости жизни и того, что останется после меня, как основная тема аниме, всерьез запала мне в душу. Наверное, поэтому я так остро отреагировал на комментарии из начала ролика. Ну или потому, что я старше, чем 70% моей аудитории. Хотя, я надеюсь, вы поменяете свое мнение после просмотра. Мне не кажется, что Фри-Рен достойна первого места в рейтинге My Anime листа, что она круче Стального Алхимика и все такое, но хейт и неприятие на пустом месте она тоже не заслужила. Просто дайте ей шанс. Как-то неожиданно для меня гневный ролик превратился в комплиментарный обзор. Надеюсь, вам было интересно. А на сегодня все. Всем удачи и всем пока.